В удивительное время живем. Компания Vivo, не очень-то известная в России и Европе, но очень богатая китайская компания, принадлежащая BBK Electronics вместе с Oppo и OnePlus, представила концепт-фон Apex, который дает фору устройствам Apple и Google, которые, в свою очередь, не очень-то много инновационных тем представили в последнее время. А это самый безрамочный телефон на Земле со встроенным под дисплей сканером отпечатков пальцев и с очень необычной фронтальной камерой, которая выдвигается прямо из корпуса. И установить новую планку среди смартфонов, пусть и в одной категории, это очень сильно. И обязательно нужно понимать, что это именно концепт-фон, который не будет серийно производиться, по крайней мере под этим названием, но Vivo обещают выпустить что-то подобное со всеми фишками Apex. Что есть уже сейчас? 6-дюймовый OLED-дисплей, который имеет разрешение 2160 на 1080 пикселей и занимает, по официальной информации, 98% передней панели. Вы только вдумайтесь в это число. Ладно, на самом деле нет, чуть меньше. Китайцы это описывают в пресс-релизе так: если с нижней грани срезать 2 мм, то будет 98%. Чисто китайский подход. А вот то, что этот смартфон самый безрамочный из всех безрамочников, факт. В сравнении с iPhone 10 он выглядит так. Чтобы вы понимали размеры, у iPhone дисплей 5,7 дюймов, у смартфона Vivo 6 дюймов, а по габаритам они почти одинаковые. Чувство, что держишь в руке один экран, здесь особенно сильное. Как это получилось? Vivo выбрала самое изящное и одновременно самое прямое и очевидное решение в лоб: убрать разговорный динамик, фронтальную камеру и встроить сканер отпечатка и датчики под экран. Почему-то кажется, что таким и должен быть смартфон будущего. По дизайну Apex больше всего напоминает Xiaomi Mi Mix, вот только корпус не такой скользкий и плавный, Apex весь квадратный, но руку вообще не режет. И в отличие от Mix, рамки ощутимо тоньше, нижняя толщиной 4,3 мм, а все остальные по 1,8. Толщина корпуса тоже небольшая, всего 7,3 мм. Это тоньше, чем у iPhone 10, например, хотя на первый взгляд так не скажешь. Просто все телефоны сейчас как кусок мыла, поэтому и кажутся тоньше. Главное, что он не похож на большинство смартфонов, и это его сильно выделяет. Плюс напоминает он Ubuntu Edge, еще один концепт-фон, который так и не поступил в продажу, не собрав необходимое количество средств на краудфандинговой платформе. Самое удивительное, что китайцы оставили разъем для наушников, хотя это первый кандидат, чтобы его убрать для экономии места внутри. Но приятно, что так. Apex вообще может стать музыкальным смартфоном. Внутри стоит Hi-Fi чип, 3 усилителя и ЦАП, которые совмещены с друг другом. Плата очень маленькая, порт Type-C здесь есть, но еще бы, смартфон будущего же. Сверху инфракрасный датчик для управления домашней техникой. Китайцы такое очень любят, без этого никак. Справа кнопка регулировки громкости, а слева круглая кнопка блокировки экрана. Странное расположение, скорее для левшей, но мне удобно. Чуть выше кнопки питания лоток для 2 сим-карт, причем он не стандартный, а такой двусторонний, но для флешки места не нашлось. Сзади двойная камера, и она без вспышки. Странное решение, скажете вы, это концепт, отвечу я. Работает, и на том спасибо. Характеристики объективов Vivo не раскрывают, да пока и незачем, все еще может измениться. А вот про фронталку все известно. 8-мегапиксельный модуль спрятался в выдвижной ступени на верхнем торце смартфона. При запуске камеры она автоматически выезжает. По заявлениям компании, этот процесс занимает 0,8 секунды. По факту около 1,5-2. Если вы любитель селфи, то такой расклад будет лишь бесить. Для всех остальных, кто пользуется фронталкой пару раз в месяц или в неделю, никаких проблем нет. В том же Mi Mix 2S камера находится снизу, и смартфон приходится постоянно перехватывать, так что вариант Apex лучше. А учитывая, что здесь вся эта безрамочность, то вообще никаких вопросов. Но забудьте о водозащите с такой конструкцией, и в целом вопрос надежности остается открытым. Что будет, если девайс уронить на пол? Или если пыль забьется в механизм камеры? Собственно, это не идеальное исполнение, но явно правильное направление к нему. Фронтальная камера в итоге должна быть встроена в дисплей. Такой патент, кстати, уже есть у компании Энди Рубина Essential. Про качество фотографий говорить смысла не имеет, софт еще допилят. Но фронталка реально отличная, а вот основные камеры так себе. Динамика в привычном понимании здесь нет. И, как вы могли подумать, пьезодинамика здесь тоже нет, как на Sharp Aquos Crystal. Здесь третья технология, называется Screen Soundcasting, и очень неплохо она работает. Слышно действительно все просто отлично, громкости хватает, но качество, конечно, при этом так себе. Ну и основной динамик тоже очень громкий. Плюс каким-то образом датчик приближения китайцы смогли убрать под экран. Когда подносишь к уху, экран гаснет. Это действительно круто. На этом инновации не заканчиваются. Хотели вы сканер отпечатка под дисплеем? Vivo сделала. Технически еще раньше в смартфоне Vivo X20 Plus UD, а в Apex площадь сканирования увеличили. Она занимает практически 1/3 экрана. Приложили палец где угодно, и телефон разблокировался. Работает не быстро, но работает. Для большей безопасности Vivo сделала одновременное распознавание 2 отпечатков пальцев. Не знаю, кому и когда это может пригодиться, но почему бы и нет. А сам разработчик технологии — компания Synaptics, которая на выставке МВЦ показала подобное решение и в других смартфонах.
А Huawei уже выпустила Mate RS с таким же сканером в экране. За 1600 евро еще бы. Сканирование оптическое, а не ультразвуковое, как это было раньше в наработках Qualcomm. Внутри у нас топовый процессор Snapdragon 845, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 внутренней, а батарея на 3000 мАч. Есть быстрая зарядка, беспроводной нет, Android версии 8.0 с фирменной оболочкой Fun Touch OS, которая максимально подробно копирует iOS и выглядит очень не очень. Помните, у нас недавно с вами конфликт был по поводу MIUI? Ну так вот, она отличная после вот этого. Тут и центр управления вызывается снизу, иконки похожей формы и жесты из iPhone 10. Кстати, многозадачность скрылась прямо в центре уведомлений, а свайп с нижнего правого угла выполняет действие назад. В принципе, удобно. Но прошивка еще сырая, и сюда вообще бы чисто Android и был бы космос. Этот Apex идеальный Essential Phone прям, если не включать. Строго говоря, Vivo Apex — это концепт, который китайцы пообещали запустить до конца года, но под другим названием, и неясно, получится ли это, но если получится, цена вряд ли будет маленькой. Обещают также технологию Super HDR, умеющую совмещать 12 фотографий, искусственный интеллект. И вот это все можно даже против солнца фотографировать и получать непересвеченную фотографию. Вот такие инновации Vivo не только обещают, но и делают. Вот живой пример. В общем, ждем релизную версию. Хватит там.